Приветствую вас на канале Техревизор. Надоело играть с клавиатуры, а приставку покупать нет желания? Если решили себе подобрать джойстик на такой случай, вот вам рейтинг из тех моделей, которые лучше рассмотреть к покупке. На рынке не так много брендов, из которых можно выбирать. Но выбирая что из бюджетного, что из дорогого сегмента, можно наткнуться на не самые лучшие геймпады. А в случае с этим устройством проблемы бывают разные, от кривого подключения к ПК до отвратительно кликающих курков. Поэтому, чтобы обезопасить вас от второсортных моделей, я подобрал 6 хороших геймпадов, которые можно купить для игры на ПК и не пожалеть о потраченных деньгах. Есть как простые бюджетные, так и модели пожирнее и, соответственно, подороже. Расскажу о каждом джойстике подробнее, вскрывая его преимущества и недостатки. А вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал. Шестую строчку топа занял Canyon GP-W3. Это самый бюджетный контроллер в рейтинге. Конечно, у него есть свои минусы с учетом небольшой цены. Ну и плюсы, на удивление, у него тоже есть, так как если бы он был просто отвратительным по всем критериям геймпадом, в рейтинг я бы его не добавил. Начать стоит с самого неприятного, с материалов. Взяв в руки джойстик, первое ощущение, что он сделан из самого дешевого пластика, который только может быть. Глянцевый, скользкий и маркий корпус, который ну никак не оправдать. Хотя вот к качеству сборки не придраться. В руках чувствуется монолитность всей конструкции. Все кнопки, стики, шифты и курки нажимаются легко и без скрипов. Громковато, конечно, щелкают только в путь, но в принципе не такая большая проблема, так как все клавиши отзывчивые и без мертвых зон. В этом плане еще могу придраться к стикам. С них могут соскакивать пальцы во время напряженной зарубы. Ну и крестовина, позаимствованная у Xbox, тоже не самая удобная, хотя это скорее придирки. Тут уже больше зависит от хвата и размера ладони. Кстати, эргономика не пострадала. В руках геймпад держится уверенно, без каких-либо неудобств. Ну и еще одним приятным дополнением для бюджетного девайса я считаю беспроводное подключение. В комплекте идет донгл, который вставляется в ПК. Кстати, таким образом геймпад может проработать около 7-8 часов. Внутри аккум на 600 мАч. Как по мне, очень неплохо. Ну и есть возможность традиционно проводочком подключиться к системнику. Кстати, подключается джойстик не только к ПК, а еще к Android и Nintendo Switch. Также и к PlayStation 3, но это чисто для справки. Мало у кого осталась эта легендарная приставка. ПК определяет джойстик вообще без какого-либо гемора. Даже драйвера качать не нужно. Просто подключаем, выбираем игру и наслаждаемся бюджетной альтернативой флагманских контроллеров. На пятом месте топа нас встречает уже не такая бюджетная альтернатива – Razer Wolverine V2. По цене в рейтинге он занимает второе место, а вот по функционалу лишь пятое. Так низко мне пришлось опустить его из-за одного нюанса – подключения. Этот джойстик можно подключить к ПК или приставке только по проводу, нет даже намека на Bluetooth или Wi-Fi. Но в остальном к этому геймпаду сложно придраться, подключается он вообще без проблем, полный plug-and-play. Ничего не нужно устанавливать, ни с чем не нужно возиться. Хотя фирменный софт я бы все-таки установил, чтобы какие-нибудь настройки покрутить, кнопки назначить, мертвые зоны отрегулировать. В общем, выставил бы все под себя. По качеству материалов Razer Wolverine V2 и прошлый Canyon лучше вообще не сравнивать, абсолютно разный уровень. Взяв в руки Razer, создается ощущение, что сделан он из адекватного и качественного материала. Матовый пластик на ощупь более твердый, элементарно вызывает больше доверия. Сам геймпад только в руки может не так идеально лечь. Предъява тут скорее к бамперам, до которых некоторым трудновато дотянуться. Но по факту это лишь дело привычки. Razer тоже не дураки, чтобы выпустить на рынок максимально неудобный контроллер, от которого только пальцы болят. Поэтому кому-то понадобится неделька на адаптацию, кому-то нет. В общем, в критичный недостаток я этот момент не записываю. В остальном каждая клавиша нажимается вообще без проблем. Очень отзывчиво тыкаются, легко фиксируются на нужном уровне и приятно щелкают. Триггеры мягкие, стики пожестче. На таком геймпаде можно с удовольствием играть что в гонки, что в шутеры. Ну и теперь давайте посмотрим, что нам может предложить один из самых популярных производителей контроллеров и приставок – Sony и его модель DualShock 4 V2. В названии важно обратить внимание именно на приставку V2, потому что первая ревизия будет хуже второй в некоторых моментах. Само собой, контроллер подключается к плойкам 3 и 4 версии и телефону, ну и ПК, естественно. Можно сделать это как по проводу, так и по Bluetooth.
И если к приставкам особого подхода при подключении не нужно, так как Sony под PlayStation и создавала свой геймпад, то для игры с ПК Sony не очень приспособлена. Если подключить геймпад по Bluetooth, будут недоступны некоторые фишки. Не то чтобы это ограничивает функционал, но так он все равно получается неполным. Поэтому лучше подключать этот контроллер по проводу, чтобы уж точно всеми фишками воспользоваться. Здесь вам и гироскоп, и акселерометр, и динамики, и разъем под наушники. В общем, функционал что надо. Особенно крутых ощущений получается достичь после перехода с клавиатуры и мышки. Играть с такими возможностями в разы интереснее. Да и тем более можно реально долго засиживаться, порядка 40 часов без подзарядки. А дальше подзарядить аккум и еще на какое-то время забыть. Во время игры отлично чувствуется управление, будь то гонки, шутеры или файтинги. Все кнопки отрабатывают каждую потраченную копейку. Никаких мертвых зон, люфтов, тремора и ложного срабатывания. В руках лежит как влитой. Кстати, удобно сделали и тачпад, который заменяет клавиши Start и Select. Хоть и поддерживает только 2 касания. Но если до этого у вас не было контроллера с привычными кнопками посередине, вам не придется привыкать. В обратном же случае адаптирование займет не больше 3 дней. Тройку лучших открывает Sony DualSense. Это следующее поколение DualShock, которое почему-то решили назвать так вместо того, чтобы просто дописать 5 в названии. Но не будем углубляться в нейминг. Честно говоря, я поставил именно DualSense выше, чем DualShock только из-за современности. DualShock все-таки создавалась в другие годы и для других игр. DualSense же создан под новые игры и платформы. Так, например, официально геймпад может работать не только с ПК, Android, Mac, но и с Sony PlayStation последнего 5-го поколения. Нас это, конечно, мало интересует, лишь бы к ПК подключался без проблем. Но в этом плане ничего нового Sony не сотворили. В остальном же контроллеры очень похожи. Из серьезных отличий вот что. По Bluetooth DualSense работает кратно меньше, около 8 часов. Да, не 40 часов, как DualShock. Да, не очень приятно. Но вот такая новинка, ничего не поделаешь. Если забыть поставить на зарядку после плотных игр за несколько вечеров, в крайнем случае можно подключить устройство по 3-метровому проводу. Конечно, удобно на кресле развалиться не получится, но хотя бы такой вариант предусмотрен. Также есть микрофон. Если что, он отключается отдельной кнопкой. По этому поводу можно только радоваться новому дополнению. Ну и по общим ощущениям, этот геймпад отличается весом. DualSense тяжелее на 70 грамм. Тут уже кому как удобнее. Хотя главное, что оба они лежат в руках удобно, независимо от того, сколько и какой весит. В общем, оба Sony просто идеальны под разного жанра игры и доставят только удовольствие. Второе место за Microsoft Xbox Series. Но все-таки Xbox именно для ПК-геймера, как по мне, подойдут лучше. И дело здесь не в какой-то эргономике или расположении стиков, а в элементарном подключении именно к ПК. В принципе, оно и логично. Майкрософтовские геймпады лучше дружат со своей майкрософтовской операционкой Windows. Поэтому подключить контроллер Xbox по воздуху можно без всяких танцев с бубном вокруг дополнительных программ, драйверов и настройки кнопок. Этот геймпад четко определяется компом, не заставляя вас запоминать, где какая кнопка. Каждая клавиша соответствует своему функционалу. Это если говорить о подключении по Bluetooth или Wi-Fi. По проводу, само собой, никаких проблем нет, как и у устройств Sony. Поэтому, если вы любитель играть удобно откинувшись в кресле или на диване, Xbox вам понравится немного больше за счет своей простоты подключения по воздуху. Но еще один козырь, который касается беспроводного подключения – автономность. В этот Xbox устанавливаются 2 батарейки типа АА. Их хватает примерно на 40 часов гейминга. То есть, если вы заядлый геймер, придется заряжать их пару раз в месяц. А если вы просто любите отдохнуть пару часиков в игре после рабочего дня, то можно целый месяц играть и не париться. Также уточню, что нет ничего страшного, если вы не отследите уровень заряда батареек, и они в неподходящий момент сядут. На запас можно всегда держать пару батареек, которые моментом меняются. И вот спустя короткий промежуток АФК вы снова в игре. Некоторых может напугать асимметричное расположение стиков. Особенно тех, кто в основном играл на Sony и подобных геймпадах. Кажется реально неудобным, что один большой палец должен находиться выше, а другой ниже. Однако на практике это не вызывает вообще никаких проблем. Буквально пара дней, и вы привыкнете к хвату и таким стикам. Тем более, что эргономика у этого геймпада проработана до мелочей.
Ну а про какие-то там нюансы с кнопками даже говорить не стану. Придраться могу лишь к громкости щелканья. После Sony реально слышно, что в Xbox Series кнопки щелкают немного громче, но это не какой-то там щелчок до звона в ушах, поэтому нет ничего страшного. Ну и первая строчка достается элитной версии второй серии майкрософтовского геймпада Microsoft Elite Wireless Controller Series 2. Чем же он отличается от прошлой позиции и почему стоит в 2 раза дороже? Смотрите, тут даже можно с комплекта начать. К геймпаду идут не только шнурок и пара батареек. Тут вы получаете полноценный чехол для хранения контроллера, 4 дополнительных стика, одну крестовину, 4 лепестка и ключ, с помощью которого регулируется жесткость нажатия на стик. Все они здесь сегодня с нами собрались, чтобы сделать этот геймпад универсальным, насколько это возможно. Все элементы разные, подходят для разного жанра игр. Запчасти легко заменяются, так как держатся на магните. Поэтому, перепрыгнув с одной игры в другую, можно также быстро поменять и стики с лепестками, если сами того захотите. В тех же файтингах, например, удобнее заменить крестовину на круглую, а в какой-то игре наоборот. Также в элитке регулируются триггеры. Есть 3 положения, каждое из которых лучше подойдет под свои условия и игры. И все это сделано качественно, ничего не люфтит, не дрифтит и мертвых зон тоже здесь нет. Даже кликается тихо, в общем полный фарш. А добавить к этому все такую же отличную автономность на 40 часов, как и у прошлого Xbox Series, и получается самый лучший геймпад в своей нише для игр на ПК. Лучше элементарно не существует. Да, цена кусается, но то ощущение, что дарит Xbox Elite, не подарит вам Sony. Хотя, конечно, никто отменял какие-то индивидуальные тонкости, преимущества и особенности, поэтому ваше мнение вполне может отличаться от моего. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.